Итак, всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале. В общем, хотел бы немножко сегодня поговорить о таком ружье, как ИШ-17. ИШ-17 это конкретно эта модель 32 калибра. Приобрел ее совсем недавно, точнее вчера. Значит, привез его домой. Значит, что хотел бы сказать. Ружье досталось мне не задорого. Искал его долго. ИШ-17 их продают вообще мало. Искал. Изначально у меня был вариант купить в 28 калибре ТОЗа. Вариант отпал там по определенным причинам. Потом был второй ТОЗ. Он тоже отпал по определенным причинам. Хотел купить маленький калибр 28. Но в итоге нашел вот такой вот ижа в 32 калибре. Ствол здесь черный. Почему? Потому что ружье 56-го года выпуска. Значит, хромированные стволы пошли, по-моему, только с 58-го. И длина ствола здесь 780-я. Один из самых длинных стволов, которые делали на одностволке. Значит, договорился с покупателем, приехал, посмотрел. В общем, в принципе, еще строганулся немножко. Почему? Потому что есть кое-какие косяки. Приклад, значит, надо переделывать полностью. Буду новый приклад изготавливать. Почему? Потому что вот здесь вот трещина идет, получается. Здесь трещина. Ну и самый большой косяк — это приклад отпиливали. Как он мне объяснил, это сделано было для того, чтобы сын мог пострелять нормально. Сыну там что-то лет 10, что ли. Приклад отпиливал, потом он его приклеил обратно. В общем, испортил приклад только. Не знаю, ружье 56-го года. Это 3 года, как только умер Сталин. Он взял и испортил приклад. Ладно, приклад мы переделаем. Приклад переделать несложно будет. Значит, завороним, разберем механизмы, все почистим, проверим. Значит, купил я его в соседнем городе. Значит, и человек мне немножко патрончиков, какие-то гильзики я уже почистил, немножко патрончиков мне отсыпал. Значит, что самое интересное, он утверждал, что патроны стреляют хорошо, все хорошо, навеска правильная, сам заряжаю, сам снаряжаю. Но да, действительно стреляло оно хорошо. Мы заехали, постреляли, наверное, патронов 15. Там и пули были, и дробь была. Но, честно говоря, давно такого боя не видел с одностволки. Значит, на дробью 1, 5 там была, точнее 5, 7. На 30 метров отстреливал я по сугробу, просто стрелял, то есть снег уже лежит. Кочка и снег, стрелял где-то метров с 30, и по снегу хорошо видно, как прилетает дробь. Так дробь прилетала где-то, примерно сантиметров 25, наверное. В 25 сантиметров, не 25, пускай даже 30 возьмем, в 30 сантиметров, и особь была равномерная. То есть не было такого, что снизу есть, сверху там чуть-чуть. Потом стрелял пулей, тоже по банке попадал, банка из-под энергетика. Попадал по банке пулей. То есть, в принципе, как оно сейчас бьет, все устраивает, но есть же опять какие-то доделки, доработки. Значит, что касается целика, опять же, эта прорезь целики, она слишком широкая, а мушка маленькая. И когда целишься, получается так, что мушка намного меньше той самой прорези, которая имеется в целике. Это нужно будет переделать. Сюда капельку сварки капну и новый пропельчик сделаю, только уже треугольного вида, и будет более узкий. Значит, приклад тоже будет меняться. Сейчас занят поиском древесины, либо бук, либо орех. Но если в нашем городе я этого не найду, значит, придется мне все-таки брать опять березу и делать его из березы. Значит, сделаем новый приклад, завороним ствол, сделаем новое цевье, также из бука или из ореха, что у нас там придется. Так что, как бы так, ствол черный, никаких с ним проблем нету.
Вот. Изначально, когда покупал, человек принес ружье, значит, показывать покупателю и не соизволил даже ствол почистить, что меня очень удивило. Вот, то есть на стволе были видны как наподобие раковины. Ну, ствол черный, в принципе, это для 56-го года. Это должно было бы быть, конечно, нормально. Ну, я на свой страх и риск взял. Вот, а потом, когда обратил внимание, у него гильзы, патроны, он закручивал их, залепляя, то есть пыжи были из бумаги, а дробь сверху забивалась бумагой, и все это еще пластилином замазывалось. Вот, дальше я расскажу про эти патроны. Я половину отстрелял, половину разобрал. И данные, которые снимал, то есть с патронов, я их записал, то есть по навескам, что там было. Вот, кстати, между прочим, очень интересно, человек снарядил патрон на 32-й калибр, но мы к этому еще придем. Вот, значит, такой вот ружьишко, и пострелял, значит, почистил я ствол, прикупил я, значит, в магазине вот ёршик, вот такой вот, это 20-го калибра, ну, он 28-й, в 32-й он туда лезет, ну, с натягом, но шкрябать можно. Значит, ободрал все, то есть тот пластилин, которым был заделаны патроны, запечатаны, он, соответственно, пооткладывался. Вот здесь вот только после казенника, вот 70-й получается патронник, вот казенник, да, и после казенника еще сантиметров 10 есть небольшие раковины. Дальше ствол абсолютно чистый, нету никаких раковин. Вот, что меня очень поразило, после чистки меня это удивило. Даже видны следы нареза, когда ствол нарезали, ну, точнее, проходили, да, то есть видно следы обработки механической. Вот. Поэтому как бы мне повезло, могу сказать почему, потому что стреляет он действительно хорошо. Кучу он ложит хорошую, очень хорошая куча. У меня была МР-ка, у меня МР-ка так не стреляла, у меня ТОС сейчас есть, ТОС тоже так не стреляет с такой кучей. Вот, тоже куча у него хорошая, но у этого куча еще лучше. И резкость. Значит, дальше по этому ружью, что еще могу сказать? Вот, наверное, по патронам. Вот такие патрончики, вот есть гильзики, вот какие-то я уже помыл, вот грязные, вот такие вот они изначально были. И вот так вот я их почистил, ну, просто в уксусе замочил, и они полежали там 10 минут. И дальше обычной губкой столовой, которой посуду моем, и фейри, просто их протер и все. Вот, кстати, гильза вот эта раздутая, вот прям чувствуется. В общем, почему раздутая гильза? Не знаю, как так получилось. Вот если, допустим, взять 12-й калибр, то 12-й калибр он еще терпит какие-то огрехи, навески. Можно там положить не 2,2 грамма, а 2,3 грамма. И ну, особо-то большой-то разницы и не будет. Вот. Но на 32-м калибре, так как диаметр канала ствола намного меньше, патрон меньше, соответственно, давление пороховых газов оно намного выше, чем в том же 12 калибре, ну и даже и в 16 и так далее, да, оно выше, соответственно, навеска должна быть именно такой, какой должна быть. Нельзя пользоваться ни мерками, ни на глазок лепить, никак. Но в данном случае, скорее всего, было все-таки налеплено на глазок. Почему? Потому что, значит, было 3 вида патронов. Одни были собраны на соколе, вторые были собраны на каком-то порохе. Скорее всего, это, не знаю, что за порох. В общем, он похож на сокол, тоже такими ромбиками. Но он темный, очень темный такой идет. И, соответственно, третий вид это был дымный порох, был дымарь. Значит, вот такие показатели, смотрите. Я разобрал 2 пули, взвесил пулю, пуля была 11 грамм. Это обычный шарик, то есть пуля-шар. На пулю-шар, вот в эту вот гильзу, на 11-граммовую пулю, запихали 1,5 грамма пороха сокол. Ребята, 1,5 грамма. То есть, ну, здесь уже 1,1, это уже считается много. То есть 1,1 это уже перебор. В среднем берется 0,9, 0,95, 1 грамм, ну 1,15 еще куда не шло. Но не 1,5 грамма. Значит, 1,5 грамма. Вторая пуля, точно такая же пуля, была навешена, навеска пороха была 1,5 грамма. Значит, ну, отсюда я понял, что, скорее всего, взвешивали просто на глазок, никаких мерных приспособлений не было.
Дальше черный вот этот порох, который похож очень на сокол, но это не сокол. Вот. Его было навешено, было 3 патрона семерки. Значит, в одном патроне 17 грамм дроби, во втором 19 и в третьем 20. Ну, это понятно, что дробь была сыпана тоже на глаз. Ну и, соответственно, тот же самый порох. 1,35, 1,5 и 1,55. Я не понимаю, почему человек, как вот на такую вот гильзу, на 32 калибр, сыпет на глаз. Ну, мне кажется, это кощунственно по отношению к ружью. Потому что, ну, это хорошо еще оно выдержало, да, то есть как бы такие нагрузки. А нагрузки были неплохие, потому что я отстреливали, когда мы приехали, заехали по пути, мы в лес, пока ехали домой, думаю, постреляем. Вот, постреляли, значит, первый выстрел был мягенький такой, даже отдачи не почувствовал, бук, и нормально, и с пулей попал в банку, сразу с пулей начал стрелять, попал метров с 30 в банку, ну, правда, по верхнему краешку, то есть надо было ниже чуть-чуть брать. Вот, думаю, ну ничего, отдача хорошая, выстрел такой мягкий. Вторая пуля что-то пожестче. Потом начали стрелять дробью, что-то все жестче и жестче. И в один прекрасный момент я взял пулю, упер, значит, приклад, как полагается, в плечо, произвел выстрел. И у меня была такая неимоверная отдача, что плечо мне отбил, приклад мне отбил плечо, отскочил от плеча и еще попал мне в щеку, ну, в нижнюю, в скулу. Вот, и то есть ударил мне прям, то есть по нижней челюсти. Я аж обалдел, я думал, что это такое. Я еще товарищу, давай, говорю, может быть, не будем стрелять, эту хер его знает, что там за патроны, сейчас ружье испортим. Он такой, ну давай еще пару выстрелов. Я думаю, ну ладно, стрельнем, вроде бы так на ружье посмотрел, ничего с ним не стало, ствол не дут и ничего. Он берет, значит, патрон, следующую пулю вставляет, стреляет, и я вижу, как у него просто, у него настолько сильная отдача, такое ощущение, что он стрелял с 12-го калибра. У него такая сильная отдача, и со ствола, я не знаю, метр, наверное, метр 20, такой огонь просто вылетел, то есть пламя просто вышло из ствола, то есть порох догорал еще в процессе, как бы, в процессе, пока он по стволу идет, и уже вышел, то есть снаряд вылетел, и из его догоняло еще огонь, то есть пороховые вот эти вот, вместе с газами, да. Вот, то есть, после этого я сказал, что все, хватит стрелять, поедем домой, я сейчас разберу эти патроны, посмотрю. Ну, в общем, что и получилось. Ну и, соответственно, дымарь, это был третий вид, дымный порох. Значит, было 4 патрона на нем, навеска дроби. Это, конечно, у меня тоже здесь, вообще здесь, значит, смотрите, 13 грамм дроби, 21 грамм дроби, 19,5 и 20. Вот такие 4 патрона. На них пороха положили 2 грамма. 3,13, 3,3, 3,1. Не знаю, чем руководствовался человек, когда собирал эти патроны, но, в общем, слава богу, что я их все разобрал, больше не собираюсь ими стрелять. То есть патроны, по сути дела, были полное говно, собранные на пыжах. Пыж был бумага обычная, газета. Вот. И затыкана опять же газетой. И при этом даже была хорошая куча. Не знаю, мы сейчас будем экспериментировать, использовать разные пыжи. Будем пробовать там войлок, опилок, также туалетную бумагу. Вот. Играться с навеской пороха. Вот, посмотрим, что получится. Значит, по гильзам он мне вот дал гильзы, да. Вот я уже несколько их закапсулировал под капсуль Живело. Вот, это 209 капсуль. Гильза просто наглым образом была рассверлена. Вот. Ну, не прозинкована, зинковал уже ее я. Ну, в принципе, капсулек туда пальцами не вставлялся, я его прессовал туда. Вот. Ну, капсулек зашел. И, ну, это, соответственно, я сделал только с теми гильзами, которые уже были рассверленные, которые гильзы не рассверлены, которые под центробой идут. Вот такие вот гильзочки, ну, вот грязная, то есть вот. Их я, соответственно, сверлить не буду, я просто куплю капсуль Живело, сделал уже вот такой вот декапсулятор. Ну, это обычный болт, просто заточил его, сделал иголочку, и он в серединку попадая. Главное, аккуратненько их туда ее наметился, серединку вставил и чуть-чуть тук-тук, я прям пассатижами 2 раза хоп, она вылетает. Главное, сильно не стучать, чтобы не испортить саму наковальню у гильзы.
Вот. Ну и соответственно по пути сразу сделал еще одну выколотку для гильз, это уже для которой живело, уже которые рассверленные. Вот, значит, вот такие вот дела. Ну, что сказать вообще по марке этого ружья. Ружье было выпущено, конкретно эта модель, в 56-м. Вообще выпуск из G17 начался в 49 году, как раз незадолго после окончания Великой Отечественной войны. Значит, нашими конструкторами было, инженерами принято решение, то есть это они ее скопировали откуда-то, если я не ошибаюсь, по-моему, с немецких каких-то оружий. У нас были двухствольные, начали делать одноствольные, то есть скопировали их с каких-то немецких ружей. Первое ружье было выпущено в 49 году и называлось оно ИЖЗК. Там у нее еще были модификации ИЖЗК-1, ЗК-2. Вот. Все они чем-то отличались, то есть длина стволов, диаметр, калибр. От 16 до 32 калибра выпускались, 24 калибр тоже был, но очень редкий, его очень быстро сняли с производства калибр, и на сегодняшний день остается не самым ходовым. Ну и 32 как бы это тоже редкость, да, но 24 это вообще как бы, то есть это еще, то есть его вообще сложно найти, на него даже, то есть если еще на 32 можно найти там пыжи, прокладки, гильзы еще можно найти, то на 24 калибр ну, практически нереально что-то найти, особенно если это небольшой какой-то город в провинции. Вот. Значит, конструкция была изобретена инженером Казанцевым. Оно выпускалось на Ижевском механическом заводе. Позже, по-моему, позже оно начало выпускаться на Златоустовском механическом заводе. Вот. Масса имела ружья от разных калибров, соответственно, масса варьировалась от 2,25 до 2,75 килограмм. В зависимости от калибра, от длина, от приклада, то есть какое дерево было использовано. Вот конкретно эта модель, так как у него ствол, во-первых, у него ствол 780, самый длинный ствол, значит, соответственно, береза, вот, и поэтому ружье, эта модель, я ее взвешивал, весит 2 килограмма 600 грамм. Вот. В принципе, тяжеловато. Если я найду, конечно, себе орех или бук, должно стать полегче. Ну, не существенно, конечно, но полегче чуть-чуть будет. Вот, значит, в принципе, это все, что я хотел сказать. То есть, вот такой вот маленький обзорчик по ружью. Вот, это такая вот курковочка. Собирается достаточно-таки легко. Отъемное цевье. Снимаем цевье. Нету абсолютно никаких шатов, то есть оно не болтается вообще, вот чуть-чуть вот ходит здесь цевье, очень мало, небольшой люфтик есть, но это из-за дерева не прилегает. Вот. Значит, курок, значит, у меня вот есть ТОЗ 63, вот, он тоже курковый, но у него два маленьких курочка, небольших по бокам, и их тяжело очень взводить. Этот курок взводится гораздо легче, то есть очень легко он взводится, и также он легко отпускается. Вот. Там немножко потуже бывает, когда пальцы замерзнут в лесу, очень туго его взводить, так тяжело бывает, приходится двумя даже пальцами, иногда когда пальцы прям замерзли. Вот, так что вот так вот, значит, будем мы изготавливать новый приклад, новое цевье. Саму колодку мы будем полировать. Полировать по плану, как я сделал на ТОЗе. У него тоже было вороненое, воронение затерлось. Я просто это 2000-я шкурка или какой просто затер. Вот, и просто отполировал на войлоке, на постогое. И все. И оно больше не лежит. Я не знаю почему. То есть оно у меня также и в снегу лежит. Ну, домой пришел, тряпочкой протерлся, он там сырой, все поставил, ружье просохло, и никаких ржавчин нету. Значит, казенную часть, казенную, точнее, колодку, сам механизм мы заполируем, сам ствол завороним, дерево поменяем, снарядим патрончиков побольше и поедем, значит, в какой-нибудь карьер, побабахаем, посмотрим, как оно стреляет, придем к каким-то знаменателям, как нужно собирать патроны, то есть на каких ужах, сколько пороха, это все мы будем, потому что это подгоняется определенно, то есть
каждое ружье индивидуально, то есть нет такого, что какой-то определенный патрон, он подходит везде. Если вы хотите добиться максимальных результатов, нужно, конечно же, играться с порохом, с навесками дроби, с пыжами, там контейнер, без контейнер и так далее. В последнее время очень много набирает популярность одноствольные ружья. Значит, много видео на ютубе, как люди покупают, стреляют с них, и они начали набирать какую-то определенную популярность, то есть люди начали искать их, одноствольные ружья. Это все из теории. Теория об одном выстреле, экономном патроне. Значит, типа, давай, значит, добыче тоже шанс. Вот. Ну, соответственно, как бы, исходя из отсюда, и я приобрел такое ружье. Конечно, захотел я его не вчера, хотел я его уже купить как года 2, наверное, назад. Вот. И, в принципе, это все у меня получилось. Вот. Итак, значит, если, ребят, понравилось видео, обязательно ставьте лайк, пишите в комментарии, подписывайтесь на канал. Значит, в дальнейшем будут у нас обязательно отстрелы. Вот. Ну, кто досмотрел видеоролик до конца, всем спасибо и всем пока.